Привет! Сегодня мы в абсолютно уникальном месте. Почему? Потому что, во-первых, нам пообещали, что мы здесь увидим рай, а во-вторых, здесь есть абсолютно уникальные арочные ворота, которым 4000 лет, и через которые прошел Авраам. И все это здесь, заповедник Тель-Дан. Так, давайте сориентируемся по карте. Значит, мы выходим вот отсюда и продолжим к древнему городу Лаишу и ворота Авраама. Ну и потом вернемся обратно. Река Дан берет свое начало в предгорье Хермона и является основным полноводным притоком главной реки Израиля Иордана, который многократно упоминается в Ветхом и Новом Завете. Одна из дорог в заповеднике ведет нас в библейский город Лаиш. В Библии сказано, что в XIX-XVIII веках до нашей эры хананеи, жители этого города, отправились с военным походом в район Мертвого моря и взяли там пленных, в том числе и племянника Авраама, которого звали Лот. Узнав о судьбе своего родственника, Авраам собирает войско количеством 300 человек и осаждает город, требуя вернуть Лота. Именно через эти ворота Авраам входит в осажденный город, освобождает Лота и затем покидает этот город. Эти ворота были откопаны совсем недавно. Дело в том, что археологи взяли Библию, почитали и решили здесь покопать, в надежде найти хоть какие-то подтверждения существования библейского города Лаиша. И откопали не что иное, как вот эти невероятные по своей красоте арочные ворота. И это самые древние сохранившиеся арочные ворота, которым 4000 лет. Почти 1000 лет хананейский город Лаиш господствовал в этом регионе. Но в X веке до нашей эры ситуация резко изменилась. В X веке до нашей эры сюда приходит одно из 12 колен Израилевых, колено Дана. И здесь они строят город, который получает имя Дан. После раскола единого государства на Южное Иудейское царство и Северное Израильское царство, предположительно, именно здесь находилась столица Израильского царства. Ребята, вы видите этот размер? Это просто фантастика. Такое впечатление, что я в стране великанов. Фантастика, правда? Размер просто потрясает. Представляете? Мы идем по мостовой, которой 3000 лет.
3000 лет. Мы прошли через царские ворота, и эти ворота являлись не только входом в город, но и судным местом. Огромные царские ворота – главный вход в город Дан. Вот эти царские ворота, они являлись не только входом в город, но и судным местом. И вот здесь, прямо напротив городских ворот, стоял трон, на котором восседал царь. Ой, трон есть, царь не их, царь наш. Царь здесь сидел не просто так. Как пишет Тора, «И приходил царь, и садился в вратах, и приходил народ пред лицо его, и вершил он суд». Прямо здесь, возле городских ворот, была найдена табличка, впервые доказавшая существование царского дома Давида. До этого о Давиде никаких археологических находок не было. Эта дорога ведет к храму. Мы сейчас в святая святых. После раскола Иудейского царства на Северное Израильское и Южное Иудейское израильтянам было запрещено молиться в Иерусалимском храме, построенном Соломоном. Поэтому они строят свой храм здесь, в Дане. И здесь стоял жертвенник. Сегодня его изображает вот эта металлическая конструкция. А вот здесь слева сохранились ступени, по которым поднимались коины и левиты для того, чтобы там, наверху, зажечь жертвенный огонь. В заповеднике гармонично переплетается природа и история. И, наверное, не случайно одно из мест заповедника названо «Райский сад». Смотрите, рай прямо и налево. Ну вот, мы дошли до указателя «Рай». Рай там. Наконец-то я узнаю, как выглядит рай. Вы знаете, в Израиле, если есть тень и вода, то это уже рай. Charlotte.